Всем большой привет! Друзья, сегодня готовлю очень вкусный и красивый в разрезе мясной рулет, который быстро съедается, проверено, сочный, ароматный. Уверена, что от такой мясной закуски никто не откажется. Готовить несложно. Сейчас он в разрезе еще в теплом виде, а если дать ему полностью остыть, он еще лучше и будет замечательным дополнением к мясной нарезке. Вот посмотрите, готовила его из свиной брюшины, сравнительно не самая дорогая часть свинины. Давайте будем готовить. Тут у меня кусок свиной брюшины весом около 1,5 килограмма. Для начала срезаю все лишнее, лишний жир, который мне не нужен. Если есть пленки, тоже удаляем. Небольшое количество жирка должно присутствовать, так как благодаря этому рулет будет более сочным. Теперь переворачиваю его на другую сторону и стараюсь делать надрезы от середины к краям. Края, как правило, у свиной брюшины более толстые. И бывает так, что вот видите, как у меня в середине попадается жир лишний. Снова я срезаю. И теперь снова вот у меня толстая часть. Переворачиваю на другую сторону. Опять смотрю, в какую сторону мне надо развернуть вот этот кусок. Стараюсь превратить в тонкий пласт. Посередине, как правило, есть такая пленка. Это ничего страшного, она в рулете чувствоваться не будет. Поэтому тоже разворачиваю, как бы на эту пленку накладываю еще кусок мяса. Теперь накрываю пищевой пленкой все сверху и стараюсь хорошо отбить эту большую, такую гигантскую, как бы отбивную. Сначала с одной стороны обязательно отбиваю с обеих сторон. После того, как отбила одну сторону, присаливаю небольшим количеством соли и немного специй. Хмель и сунель, любые специи, какие у вас есть, даже просто черный молотый подойдет, и все. Теперь переворачиваю его на другую сторону, снова накрываю пищевой пленкой, хорошо отбиваю, присаливаю и присыпаю специями с другой стороны, перекладываю в миску, накрываю пищевой пленкой для того, чтобы этот рулет промариновался. Минимум 3 часа, а если его оставить на сутки, будет еще вкуснее. Мой рулет будет мариноваться сутки. Прошли сутки. Теперь готовлю начинку. Для этого мне надо 3 яйца. 2 яйца вбиваю в миску, одно пока отставлю в сторону. Из 2 яиц буду готовить яичную смесь для 3 блинчиков. Взбила яйца, добавила соль по вкусу и 3 столовых ложки муки. Главное, чтобы не было комочков. Когда все превратилось в однородную массу, небольшими порциями добавляю молоко 100-150 мл. Все хорошо перемешиваю. Из этого количества должно получиться 3 блина. В конце добавляю 2-3 столовых ложки растительного масла рафинированного. Благодаря этому ваши блинчики не будут прилипать к сковородке. Для первого блина смазываю сковородку 1 столовой ложки растительного масла и теперь готовлю 3 блина. Вот у меня получилось 3 таких замечательных желтых блинчика. Далее 1 яйцо я взбиваю вилкой и теперь немножко можно присолить. И теперь половину этого одного сырого яйца я выливаю на пласт мяса, распределяю по всей поверхности и выкладываю 3 блина. Другую половину яйца сверху. Это все скрепит будущий наш рулет. И потом после выпекания он будет иметь такую однородную как бы структуру, и при нарезке тоже не будет разваливаться в холодном виде рулет. Все сворачиваю плотненько. Теперь мне осталось всего-навсего его связать нитками. Связываю, так, довольно плотненько, как у меня получается. После этого укладываю рулет в рукав для запекания, завязываю. Рукав для запекания я не прокалываю. Благодаря этому
он будет тоже сочным и влага из него не будет испаряться. Выпекать буду при температуре 200 градусов. Режим конвекция. Время выпекания зависит от количества мяса. Ориентир это 1 килограмм мяса выпекается 1 час. Если у меня 1,5 килограмма, значит 1,5 часа в духовке. Мой рулет выпекался 1,5 часа. Он еще теплый, но половину мы уже его съели. Очень он уж вкусный. Яичные блинчики его не только украсили в разрезе, а сделали и более его нежным. Хорошо он нарезается. В теплом виде, конечно же, не так. Если дать ему остыть, он имеет такую цельную структуру. Хоть на праздник, хоть на каждый день вместо колбасы с кусочком хлебушка или на бутербродик. Ну посмотрите, друзья, какая красота, какой он сочный. Это он еще теплый. Если он застынет, это просто шикарная закуска, красиво смотрится на любой мясной тарелке. Очень надеюсь, что рецептик пришелся вам по душе. Если это действительно так, не забывайте оставлять свои комментарии, лайки. Для меня очень важна ваша поддержка. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всем пока и всем до новых интересных видео. С вами была Виктория. Пока-пока.